Всем привет! Проблема забитых сосудов – одна из актуальных на сегодняшний день. Сердечно-сосудистые заболевания лидируют по количеству смертей во всем мире. Ежегодно в мире происходит 6 миллионов 500 тысяч инфарктов и 4 миллиона 500 тысяч инсультов. Только в России за год умирает 1 миллион 300 тысяч человек от сердечно-сосудистых заболеваний. Причина таких состояний – отложение холестерина на стенках сосудов и образование тромбов. Естественно, что проблема чистки сосудов волнует практически каждого человека старше 40 лет. Правда ли, что атеросклероз вызывает избыточное употребление жирной пищи? У атеросклероза всегда есть симптомы. Атеросклероз развивается только у пожилых людей. Сосуды можно почистить от холестериновых бляшек. О самых распространенных вопросах и заблуждениях, связанных с атеросклерозом, будем рассказывать в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. Прежде чем начать, хочу вас попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Именно ваша поддержка вдохновляет нас на новые видео. Заранее спасибо и приятного просмотра. Что такое атеросклероз сосудов головного мозга? Это заболевание, при котором стенки сосудов мозга покрываются холестериновыми бляшками. В результате нарушается кровоток, ухудшается питание и поступление кислорода к мозговым клеткам. На фоне таких изменений повышается вероятность кислородного голодания головного мозга и инсульта. Важно, в атеросклеротической бляшке опасен развитием таких грозных неотложных состояний, как инфаркт миокарда и инсульт. На данный момент атеросклероз сосудов уже не считается патологией людей преклонного возраста. Нездоровый образ жизни, малая физическая активность, курение, стрессы, чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя приводят к тому, что атеросклероз может развиваться уже к 30 годам. Атеросклероз – это хроническая сосудистая патология, появляющаяся из-за дисбаланса обмена жиров и белков в организме и сопровождающаяся накоплением липидов с последующим разрастанием соединительно-тканных волокон в сосудистой стенке. Прогрессирование атеросклероза сопровождается нарушением эластических свойств сосуда, его деформацией, сужением просвета, а следовательно и нарушением проходимости для тока крови. Когда пациент сталкивается с проблемой атеросклероза впервые, то принять ситуацию, что теперь придется всю жизнь принимать таблетки, вызывает шок. Современная медицина не видит другого способа остановить процесс отложения холестерина в сосудах, кроме воздействия на загрязнение сосудов с помощью лекарств и изменения образа жизни, увеличения двигательной активности, нормализации массы тела, изменения стиля питания, отказа от вредных привычек. Если с первым пунктом трудно смириться, потому что лекарства стоят дорого и обладают побочными эффектами, то второй пункт по изменению образа жизни и вовсе кажется фантастическим. Ведь ни для кого не секрет, что есть все подряд и смотреть спортивные передачи только по телевизору вредно для здоровья, что курение плохая привычка, а стресс убивает. Это понимают даже дети, но количество сердечно-сосудистых проблем только растет. Понимание не означает делание. Чтобы сохранять артерии чистыми, нужно прилагать массу усилий. Когда артерии уже повреждены, прилагать усилий надо еще в 2 раза больше. И вдобавок еще пожизненно пить таблетки. В понимании многих таблетки – это токсичное и опасное для организма зло. В принципе, это верно, но медицина просто не видит другого выхода, ведь на чаше весом жизнь и смерть. Чистка сосудов – что это? В официальной медицинской терминологии не существует такого понятия, как чистка сосудов – это бытовой сленг, который вводит в заблуждение и создает путаницу. Убрать холестериновые бляшки, которые уже сформировались, и прочистить закупоренный сосуд, как водопроводную трубу с помощью волшебного чистящего средства или нанонитей, к сожалению, невозможно. Вокруг чистки сосудов уже сформировалась целая индустрия, однако препараты и процедуры, которые предлагают для решения проблемы, не обладают доказанной клинической эффективностью. То же самое касается и народных методов. Восстановление функционального состояния эндотелия сосудов гораздо серьезнее.
чем детокс, уместный только для первичной профилактики закупорки сосудов. При атеросклерозе, когда сосуд сужены менее чем на 50%, существует риск тромбообразования, инфаркта и инсульта. Врач назначает медикаментозную терапию. Однако и они не убирают бляшки, а уплотняют их, увеличивая таким образом просвет сосуда. Поэтому крайне важно придерживаться простых рекомендаций по профилактике атеросклероза. Почему закупориваются сосуды? Сосуды закупориваются по разным причинам, но чаще всего это происходит из-за холестериновых бляшек и отложения соли кальция. Механизм формирования таких закупорок сложнее, чем кажется, и он стоит за нашими бытовыми привычками, даже самыми безобидными на первый взгляд. Например, когда мы едим сильно соленую пищу, происходит сгущение крови и задержка жидкости, артериальное давление увеличивается. Когда мы испытываем стресс, вырабатываются гормоны адреналин и норадреналин, происходит сужение ключевых сосудов, а давление увеличивается, поскольку количество крови, которое необходимо протолкнуть сердцу, остается неизменным. В обычном здоровом состоянии сосуды справляются с такими нагрузками, но со временем могут начаться серьезные проблемы, и это не только гипертоническая болезнь. На сегодняшний день существует много способов снижения уровня холестерина и очищения кровеносных сосудов, но без изменения режима питания, увеличения физических нагрузок и полноценного сна ждать эффективности лечения любым способом, конечно же, не следует. Прежде всего, необходимо в пище резко ограничить потребление животных жиров, консервированных и жареных продуктов, включить в рацион питания больше овощей, фруктов, ягод и рыбы. Бег трусцой, плавание и контрастный душ – отличные способы улучшения состояния сосудов. Чаще всего от болезни сосудов страдают люди, живущие однообразной и скучной жизнью. Многие люди умеют много работать и совершенно не умеют правильно отдыхать. Однообразные нагрузки, вызывающие усталость и недовольство, могут свести на нет все старания трудоголика. Трудно добиться хорошего состояния сосудов, если человек регулярно не высыпается. Урезая ночной сон, многие современные люди сами нарушают нормальное функционирование всех систем в организме. Чтобы не допустить засорения сосудов, смотрите на жизнь оптимистично и радуйтесь наступлению каждого нового дня. Помните, что стенокардия, инсульт, инфаркт, вегетососудистая дистония и другие болезни сосудов – это болезни нытиков, скептиков и пессимистов, которые вместо того, чтобы заняться своим здоровьем, предпочитают вплыть по течению и постоянно жаловаться на жизнь. Постоянные страхи, недовольство собой и окружающими, стрессы и сомнения очень вредны для здоровья. Только полюбив себя и жизнь, можно забыть про болезни сосудов. Даже после выздоровления, если не придерживаться профилактических мер, болезнь может рецидивировать. Профилактика включает отказ от вредных привычек, исключение из рациона продуктов, богатых вредным холестерином, жирное мясо, маргарин, сливочное масло, кондитерских изделий, сдобы, фастфуда, употребление овощей, фруктов, сухофруктов, диетического мяса, рыбы, морепродуктов, нормализация режима труда и отдыха, избегание стрессов, чрезмерных физических нагрузок, умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, избавление от лишних килограммов. Медикаментозное лечение атеросклероза сосудов мозга должно проходить под наблюдением врача. Доктор по необходимости может скорректировать лечебную схему. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, какую тему хотите следующий ролик. Я буду очень рада за вашу обратную связь. До новых встреч!